Всем привет, с вами Оля и добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю карамельные кейк-попсы, покрытые белым и молочным шоколадом. Пирожные получаются очень мягкие, вкусные и не сухие. В такой подаче их удобно кушать и заканчиваются они очень быстро. Полностью остывший ванильный бисквит превращаю в мелкую крошку. Перетираю его руками без использования блендера. Для приготовления кейк-попсов бисквит можно приготовить заранее, накануне вечером, или можно использовать остатки бисквита после приготовления торта. Внизу в описании, а также в конце ролика оставлю ссылочку на рецепт, по которому готовила этот бисквит. Растираю его в однородную крошку, так чтобы не было сильно крупных кусочков. Крошку оставляю на столе и займусь приготовлением крема. В отдельную чашу выкладываю мягкое сливочное масло. И миксером на высокой скорости взбиваю его до пышности и побеления. Взбить масло нужно тщательно и очень хорошо. На весь процесс у меня уходит примерно 5 минут. И вот такое пышное, воздушное и белое масло в результате у меня получилось. Добавляю к нему карамель комнатной температуры. Чтобы крем не расслоился, все ингредиенты должны быть одинаковой температуры. Прорабатываю крем миксером на высокой скорости до объединения ингредиентов. Получившуюся массу добавляю вареную сгущенку и еще раз все прорабатываю миксером до однородности. По желанию вместо карамели можно использовать только вареное сгущенное молоко. Крем получился пышный, воздушный и хорошо держит форму. Имеет карамельный оттенок и вкус. Сразу после приготовления в крем добавляю половину бисквитной крошки. Все хорошо и тщательно перемешиваю уже с помощью лопатки, без использования миксера. Крошку с кремом лучше соединять постепенно, добавляя ингредиенты порциями, чтобы не получилось так, что масса будет либо слишком сухая, либо слишком мягкая. После того, как первая порция крошек уже полностью вмешалась, всыпаю оставшуюся и еще раз хорошо все перемешиваю. Количество ингредиентов для приготовления крема идет из расчета для бисквита на 3 яйца. Часть крема можно отложить в отдельную чашу и замешивать оставшийся крем и бисквитную крошку. При необходимости, если масса будет получаться суховатой для лепки, тогда можно будет добавлять крем порциями, чтобы добиться нужной консистенции. Масса для кейк-попсов должна получиться однородной, влажной и не очень мягкой. По консистенции она похожа на мягкий пластилин, из нее можно легко скатать шарик. Он отлично держит форму, не растекается и не рассыпается. Накрываю чашу пищевой пленкой и убираю ее в холодильник примерно на 30-40 минут. После охлаждения масса немного застынет и из нее будет удобнее катать шарики. Охлажденную массу набираю чайной ложкой размером примерно с грецкий орех. По весу получается где-то 25-30 грамм. Немного ее разминаю и подкатываю из нее ровный шарик. Чтобы удобнее было катать шарики, можно надеть перчатки, либо в процессе катания периодически мыть руки, чтобы шарики получались более ровные, гладкие и не липли к рукам. После того, как все шарики сформированы, не убирая их в холодильник, растапливаю небольшое количество белого шоколада. Палочку для кейк-попса обмакиваю в шоколад и вставляю в подготовленные шарики, вдавливая примерно до середины. В качестве палочек для кейк-попсов можно использовать деревянные шпажки, либо коктейльные трубочки, разрезав их пополам, или же специальные палочки для них. Покрывать кейк-попсы я буду 2 видами шоколада, и также для крепления палочек я использую 2 вида шоколада. Молочный шоколад также окунаю с одной стороны трубочку, либо шпажку и вставляю в шарик. Заготовки убираю в холодильник на 2-3 часа. За это время шоколад застынет и вставленные палочки будут хорошо держаться. Пирожные также должны хорошо охладиться перед покрытием шоколадом. После охлаждения пирожных подготавливаю шоколад для покрытия. В стакан помещаю измельченный белый шоколад и добавляю к нему растительное масло без запаха. Растапливаю шоколад в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз хорошо его перемешивая. После того, как шоколад растопился, довожу его до однородной консистенции, чтобы не было никаких комочков.
Даю шоколаду немного остыть, чтобы консистенция получилась текучая и не очень жидкая. Охлажденные кейк-попсы окунаю в шоколад. Для покрытия шоколадом лучше использовать высокий стакан, так будет удобнее окунать в него кейк-попс. Обязательно даю лишнему шоколаду стечь. Можно немного постучать кейк-попсом об край стакана. Если при покрытии с кейк-попса шоколад стекает очень быстро, но видно уже само пирожное, тогда нужно шоколад оставить еще немного остыть и потом уже продолжить покрытие. Кейк-попсы должны быть хорошо охлажденными, и тогда шоколад на них будет быстро застывать. Готовые кейк-попсы выставляю на поверхность, застеленную пищевой пленкой. В процессе покрытия, так как кейк-попсы очень холодные, шоколад будет также охлаждаться, становиться вязким, и покрытие будет получаться толстым и неровным. Шоколад можно в этом случае немного подогреть в микроволновке до получения нужной консистенции. После покрытия всех кейк-попсов белым шоколадом в отдельном стакане растапливаю молочный шоколад, также в микроволновке небольшими импульсами по 10-15 секунд. К уже растопленному шоколаду добавляю растительное масло без запаха и хорошо все перемешиваю. К молочному шоколаду масло нужно добавлять меньше, чем к белому. При необходимости даю шоколаду остыть до нужной консистенции и окунаю в него охлажденные кейк-попсы. Лишнему шоколаду даю стечь с кейк-попса, немного его постукивая либо потряхивая. Для покрытия кейк-попсы лучше доставать из холодильника небольшими партиями, чтобы они не успевали нагреться при комнатной температуре. По холодному кейк-попсу шоколад распределяется более ровным слоем и быстрее застывает. Сразу после покрытия, пока шоколад еще мягкий и не застыл, кейк-попсы можно декорировать различными посыпками. После того, как шоколад застынет, сахарная посыпка на нем держаться уже не будет. Кейк-попсы, покрытые шоколадом, убираю в холодильник минут на 15-20. За это время шоколадное покрытие застынет, пирожное можно будет легко отделить от пленки и продолжить дальше декорирование. Растопленный белый шоколад помещаю в кондитерский мешок. У мешка отрезаю небольшой носик, либо можно сделать дырочку с помощью зубочистки. Шоколад для декора должен быть очень жидкий и достаточно текучий. Охлажденный кейк-попс прокручивая, поливаю шоколадом. И пока он еще не застыл, сверху посыпаю разноцветной сахарной посыпкой. После декорирования кейк-попсы убираю в холодильник еще примерно на час. До подачи на стол хранить кейк-попсы нужно в холодильнике. При комнатной температуре шоколад и сами попсы становятся мягкими, но не растекаются. Карамельные кейк-попсы готовы, они получились очень вкусные и красивые. При такой подаче пирожные съедаются очень быстро. Кушать кейк-попсы удобно, сверху шоколад мягкий и не крошится. Он легко режется ножом и кусать его тоже удобно. Внутри пирожное получается мягкое, однородное и не сухое. Пробуйте приготовить, удивляйте себя и радуйте своих близких. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, если видео было полезным, и всем пока-пока!